Несколько лет назад история маленького мальчика Влада из Добрянки облетела все российские и зарубежные СМИ. Люди по всему миру поражались: школьник самостоятельно ведет хозяйство в деревенском доме, да еще и умудряется ухаживать за полупарализованной мамой. Но окончательно добивала народ информации о том, что главой семьи мальчик стал всего в 8 лет. Как это часто бывает в забытой Богом глуши, спустя несколько лет после рождения сына отец Влада пристрастился к бутылке. Мама мальчика, Татьяна Кудряшова, не стала терпеть выпивоху мужа и ушла от него, после чего вместе с маленьким ребенком женщина поселилась в старом деревянном бараке, больше им жить было негде. Жизнь их маленькой семьи нельзя было назвать хорошей, но они были друг у друга, и им этого хватало. Но когда Владу исполнилось 8 лет, в их дом постучалась беда, женщину хватил инсульт, после чего несчастную парализовало. К тому времени отца Влада уже не было в живых, он погиб во время пожара. Так 8-летний мальчик остался один на один со своей бедой. Все, что светило пареньку незавидное детство в детском доме. Но упрямый и сильный не по годам ребенок не хотел покоряться злодейке судьбе и оставлять мать в беде. Он, как настоящий мужчина, начал делать все, чтобы она встала на ноги. Большую роль в этом деле сыграла соседка семьи женщина, оформила опекунство над Владом и уладила все вопросы с местными органами опеки. Однако в остальном мальчику пришлось совсем справляться самому. В СМИ информация о Владе начала появляться, когда ему уже исполнилось 16 лет. История парня не оставила равнодушными даже толстокожих чиновников. Подумать только, все эти годы мальчик сам готовил, убирал, топил печь, а еще кормил, мыл и переодевал больную маму. Даже когда Татьяне стало совсем плохо и она перестала даже говорить, мальчик не сдался. Каждый вечер он, вооружившись книгами, садился с ней рядом и учил ее заново читать и произносить звуки. К сожалению, о полноценном лечении в случае с Татьяной не могло быть и речи, ведь это стоит больших денег, которых у семьи просто не было. Однако Влад делал все, что в его силах, чтобы Татьяне не становилось хуже. Позже его старания были вознаграждены. Мама вновь начала говорить, пусть и хуже, чем прежде. Самое интересное, что при всем этом Влад не ставит на себе крест. Парень делает серьезные успехи в гиревом спорте. Тренер не жалел для подопечного одобрительных оценок. По словам мужчины, Кудряшов был одним из лучших его воспитанников. Самое удивительное, что несмотря на взрослые заботы, которые легли на его плечи, Влад не ставил крест на себе. Парень добился неплохих успехов в гиревом спорте. По словам тренера Влада, он был одним из лучших учеников за всю его карьеру. Сложилось все у Влада и на личном фронте. С Настей парень познакомился еще в школе. Отстающий ученик и красавица-отличница влюбились в друг друга с первого взгляда и быстро стали парой. Так Влад перестал быть один на один со своей бедой, ведь вскоре любимая вместе со своей мамой стали помогать ему с уходом за больной Татьяной. Сегодня юноше уже исполнилось 23 года, он выучился на сварщика, чтобы работать в родном городе и не расставаться с мамой. Влад продолжает, не покладая рук, добиваться светлого будущего для себя и своей семьи. Добрый, смелый и работящий парень уверен, что у них с мамой все будет хорошо, а его история навсегда останется в сердцах людей, ужасая и восторгая одновременно. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.